Какой замечательный день. Птички чирикают, дует легкий ветерок, а я просто сижу и наслаждаюсь этим. Этот день ничем не испортить. Правило номер 1. Если вы являетесь мной, никогда не говорите, что этот день ничем не испортить. Серьезно. Ты думал, что сможешь спрятаться от меня, галстуколюб? Что тебе опять надо? Ты не видишь, что я тут типа отдыхать с вот того дерьма, что ты меня наградил? Правда, что ли? А я думал, что ты просто слинял от своих обязанностей. Но не важно, я пришел сюда, чтобы вернуть тебя в сферу обзоров. Нет, я лучше пойду травку пожую. Или нет? Ты думал, что я так просто тебя отпущу, лис? Не забывай, с кем ты связался, но в любом случае у меня для тебя есть хорошая новость. Обзор ты будешь делать на игру про твоего любимого синего ежа. Вот и закончился мой отпуск. Салют, с вами Соларейн, и сегодня мы с вами вновь поговорим о ежике Сонике, а точнее о фанатском творчестве, связанном с ним. Ведь, как вам всем известно, фанаты Синего Ежа весьма творческие ребята. Кто-то рисует, кто-то пишет фанфики, а кто-то делает фан-игры. И все бы ничего, но в один прекрасный момент один из таких фанатов загорается желанием написать весьма херовый фанфик, который почему-то называют крипипастой. Да, все верно. Сегодня мы с вами будем разбирать вот эту вот посредственность. И начнем мы, пожалуй, с самого начала, чтобы все было честно. Никогда не думал, что скачусь до обзора фанфиков. Но я надеюсь, что это будет мой первый и последний раз. И начинается сей фанфик с типичного фаната Соника, который играл в Unleashed. Но потом, внезапно, ему приходит письмо с диском, в котором его просят уничтожить этот диск и ни в коем случае его не включать. И именно поэтому автор письма решил отправить этот диск своему другу, а не выкинуть его в окно. Ведь даже ежу очевидно, что он забьет на слова своего друга и включит эту игру. И что же он делает? Разумеется, он ее включает. И после этого начинается самый офигенный летсплей в вашей жизни, в результате которого убивают Тейлза и Наклза. И так как наш главный герой очень впечатлительный, он не выдержит всего этого и решается отдохнуть. И по какой-то причине после отдыха он продолжает играть в эту дичь, вместо того, чтобы выкинуть свой комп в окно. И в результате убивает Ягина, выскакивает милая мордашка Соника, а главного героя убивает плюшевая игрушка. Конец. И что же тут можно сказать? Это самый обычный мусор, который не заслуживает вашего внимания. Тем самым мусором можно пытать грешников в аду, не более. Но, как это ни странно, но по этому шедевру запилили фан-игру, и именно она обеспечила популярность этому шизику. Что ж, давайте рассмотрим эту игру. Sonic.exe The Game разработана таким человеком, как M5V Crimson. И за все это время автор выпустил целых 7 версий своей игры. И если посмотреть на самую первую версию, то можно понять, что автор сделал свою игру на коленке. Нет, ну серьезно, что это такое? Но зато в каждую новую версию он добавлял все новые секретики и пасхалочки. Эй, дурень, ты что там делаешь? Отвянь, я пальма. Хватит хернёй страдать, слезай оттуда! Не обращай внимания на пальму, иди туда, куда шел. Что за придурок? Если отправляетесь куда-нибудь, то я укажу вам верный путь. Я пальма. Я пальма. Смело идите куда захотели, я приведу вас прямо к цели. Я пальма. Я пальма, я пальма, я пальма, я пальма. Святые галстуки, он окончательно долбанулся. Хоть эта игра и по большей части следует крипипасте, но некоторые мелочи в ней отсутствуют. Например, Тейлз. В крипипасте было четко сказано, что увидев мертвых животных, ему стало не по себе. В игре мы видим, что ему абсолютно похер. Будто он подобное в своей жизни каждый день встречает. Что в первой версии ему похер, что в седьмой. Наклз спустя столько версий научился бить кулаком, но это ни на что не влияет. Но главная проблема этой игры заключается в том, что в нее банально неинтересно играть. Просто идешь, умираешь, встречаешь скример, который вместо страха вызывает у тебя зевоту, и все, больше тут ничего нет. Так что же в итоге? А в итоге мы с вами имеем весьма посредственную игру по отвратительной крипипасте, которая умудрилась сделать этого шизика популярным. Именно из-за этого каждый пятый недоразработчик посчитал нужным сделать свою экзи-игру, из-за чего мы с вами имеем такие шедевры а-ля 1.exe. Но я даже говорить про это не хочу. Но неужели все настолько плохо?
Да, плохо, даже очень плохо. Но если такие люди, которые не боятся экспериментировать, они могут смело послать все те рамки, которые были в фан-игре от Кримсона, и сделать что-то свое. Именно такие люди могут сделать хорошую игру про этого чудика. Да, такие есть, и сейчас мы разберем две таких игры. Sonic.exe Nightmare Beginning. Данная игрушка была разработана Джайс Коузом, который также известен как Твин. Разработчик этой игры попытался сделать из этого чудика что-то интересное. Он послал нафиг все те рамки, которые накладывала оригинальная крипаста. Теперь у нас есть полноценный сюжет. Да, я сам не верю в это, но он тут правда есть. И раз уж он тут есть, то думаю, есть смысл рассказать вам о нем. История начинается с того, что в мир Соника попадает демон, Экзетер. Он хочет взять над телом Соника полный контроль. Но страж разума Соника не дает ему этого сделать, но он дает ему подсказку. Именно из-за этих троих Соник является тем, кем он есть. И если их убить, то тогда Соник потеряет смысл жить, а Экзетер получит полный контроль над его телом. И именно от нас зависит, выживут ли все эти трое. Ведь автор не поскупился и добавил сюда нелинейное прохождение и 8 концовок. И самое главное... Тейлзу не насрать! Вы понимаете? Ему не насрать на трупы! Аллилуйя! Ему не насрать! Что насчет геймплея, то тут все стандартно, но есть и некоторые нововведения. Например, появился стелс у Ринза Тейлза, который на самом деле таким не является. И это намного лучше, чем то, что было в оригинале, ведь там Соник тупо ловил нас. Хотя нет, вру. Он тыкал Тейлза в спину, за чего тот начинал гадать как маленькая девочка. Как это вообще работает? Ой, моя голова. А? И где это я? Вот что бывает, если дать ехидне спички. Мне нужно было догадаться, что это именно ты тут играешь с огнем. С огнем я уже не игрался, теперь я буду играть с тобой. Я не играю с поехавшими синими ежами, так что прощай! Почему ты не плачешь? Почему я должен плакать? Когда я тыкал Тейлза, он начинал гадать как маленькая девочка. Это как надо тыкнуть, чтобы заставить кого-то плакать? Я не знаю, но... Да чтоб тебя! Почему ты не тыкаешься? Потому что ты идиот! И после такого он тебя боком возомнил. Боком тыканья. Тьфу. Наклз научился использовать свои кулаки по назначению, так что вы сможете ломать и крушить все, что вы увидите, включая Соника. Я на это могу смотреть вечно. О, да. Эгман должен добежать до конца, не попадая под прожектор. Вот что бывает, когда за дело берется талантливый разработчик. Он просто берет что-то унылое и превращает это в что-то интересное. К сожалению, я умею только наоборот. Но вернемся к сюжету. Если вы спасли всех, узнали правду о Сонике, то вы попадаете в Fatal Fog. Если же нет, то вы попадаете в другую зону, которая называется Deadly Fog, где из двоих делают фарш, а третий дает люлей красноглазику. В Fatal Fog Тейлз рассказывает всем правду о Сонике, которая всех шокирует. И в данной локации нам предстоит довести нашу троицу с точки А в точку Б, попутно не давая Сонику убить нас. И если хоть кто-нибудь умрет, то все, конец! Вас сразу же отправляют в коммунистический Гринхилл, где вы, как истинный патриот, принимаете в себя пики точеные. И я даже знаю, кто именно всегда будет умирать первым. Тейлз. Ведь наш любимый лисенок всегда стоит там, где его с легкостью может поймать этот синий мудак. И если вы каким-то образом сможете добраться до конца, то вас опять отправят суицидиться, ибо черных колец-то нет. И в этом нету никакого, черт возьми, смысла. Я больше не хочу жить. Ты идиот! Твои друзья живы! Они сейчас бегут к мастеру Зломогауду! Они живы, но они не собрали черные кольца. И что? Это просто кольца, которые ни на что не влияют. Ты не понимаешь. От этих колец зависит многое. Ведь это кольца. Черные кольца. От них зависит то, что я буду делать дальше. Именно поэтому сейчас я должен умереть.
Я не верю своим ушам. Ты на полном серьезе хочешь покончить жизнь самоубийством из-за колец? Чёртовых колец! Знаешь что, Соник? Иди ты к черту, после такого я даже смотреть на тебя не желаю. Можешь делать что хочешь, а я сваливаю. Лисенок сваливает из этого дома. Если вы соберете все черные кольца, то тогда вы попадете в локацию Destroyed Mine, где вы должны будете сходиться с этим ушлепком. И этот босс идет к черту. Дважды. Ибо это пиздец. Уровень хардкора превышает все разумные рамки. Вы будете чаще всего именно сливаться и видеть худшую концовку. Настолько часто, что вы запомните ее наизусть. Но победить эту сволочь все-таки можно. Но если вы не отмудохали его 15 раз, то Соник умрет. Если же отмудохали, то Соник будет жив, и вы получите лучшую концовку. Подводя итоги, хочется сказать спасибо Твину за данную игру, ибо не каждый день можно увидеть настолько хорошую игру про Sonic XZ. Да, она не идеальна, в ней есть недоработки и банальные глупости, но они не критичны. В любом случае, я советую вам самим заценить эту игру. На данный момент автор этой игры сейчас занят созданием продолжения, которое базируется на игре Sally.exe. И если бы эта игра была закончена, то мы бы ее рассмотрели. Но вместо этого мы с вами рассмотрим игру, которая настолько меня впечатлила, что я аж начал писать сценарий к этому обзору. Sonic.exe The Spirits of Hell — это игра, из-за которой плюшевый ублюдок решил мне найти и вернуть в сферу обзоров. И обычно я ему не говорю спасибо за такое, но на сей раз я его поблагодарю, ибо эта игра стоит того, чтобы вернуться. За разработку данной игры отвечал Дануха2526, и этот парень вложил в свой проект все, что только можно было вложить. Это становится понятно сразу после того, как вы начинаете играть. Как и в прошлой игре, тут есть сюжет, только в отличие от прошлой игры, где Экзетер хотел заполучить полный контроль над телом Соника, в этой он сразу захватывает Режа и идет всех убивать. Убьет он всех или нет, все зависит от вас и прямоты ваших рук. После этого начинается основная игра, где вы должны именно выживать. Nightmare Beginning — это еще цветочки по сравнению с тем, что вас ждет в этой игре. Например, тут также есть Tales of the Tales, но в отличие от прошлой игры, тут вам нужно прятаться и быть аккуратным с пружинами, ибо у нашей синей гадюки отменный слух. Да, с этим парнем шутки плохие. Да и вообще количество локаций тут приличное, и автор не боится экспериментировать и добавлять что-то новое. В уровне The Knuckles, например, нам нужно брать красные кольца, убегать от иллюзий Соника, а не просто убегать и крушить все, что мы встретим на пути. Уровень The Eggman — это вообще что-то из разряда вон, ведь яйцун тут с джетпаком. Весьма неудобным, прошу заметить, но со временем вы привыкнете к нему. Хотя иногда сей девайс отказывается подчиняться вашим командам, из-за чего вы начинаете дико негодовать, но это не смертельно. Но вернемся к сюжету. Как по мне, самая любопытная часть игры — это сюжетная ветка The Tales, ведь в ней Лисенок остается совершенно один. Его друзья мертвы, ему тяжело, но он берет себя в руки и продолжает идти вперед, ведь он не собирается сдаваться так просто. А ведь он мог просто повернуться к Сонику спиной и кричать: «Соник, помоги!» Тейлз вновь встречает Соника, начинается их последняя битва, в результате которой Лисенку приходится убить Соника. Лис не выдерживает и начинает плакать, ведь его друзья мертвы. Но он берет себя в руки и идет предупреждать других. Что насчет сюжетных линий за других персонажей, то они неплохие, но рассказывать я о них не особо хочу, ибо они мне не особо запомнились. Максимум так это самая лучшая концовка за всех персонажей, только вот запомнилась мне эта концовка тем, что для ее получения я убил все свои нервы на сражение с Соником. Первая фаза не вызывает никаких проблем, вторая тоже, ибо я тут чуть читер, когда быстро упал за экран и норм. Третья фаза — это пиздец. Я мог бы помягче выразиться насчет этой фазы, но она убила столько моих нервов, что я просто не могу. Во-первых, ты его слишком часто брал и подставлял меня тем, что просто отказывался цепляться за Батника. Иногда он просто отцеплялся от него по какой-то причине. Но при должной сноровке его можно победить, спустя 0 лет. Но этот босс все равно вызовет у вас огромное количество ненависти, особенно если учесть тот факт, что если вы умрете, то все, конец. Что? У вас есть приличный запас жизней? Автор шлет все ваши жизни в жопу, у вас только одна попытка! Хотя, если вы умрете не от рук этого чудака, то все норм, но в любом случае... Просрал? Начинай с самого начала, сосунок! И даже автор этой игры вам не поможет, ведь он та еще хитрая задница. А теперь я хочу сделать то, что хотел сделать всегда. А вот и я, сука. Сейчас ты... Эй, утырок! Что тебе опять надо? Ты! Из-за тебя столько нервов просрал! Ты! Самый невыносимый босс из всех, что я когда-либо видел! Я постоянно сливался из-за того, что ты грёбаный читер! Что ты скажешь в свое оправдание? Скажи, сука, спасибо, что жив остался. Ну все, ушлепок, не стоило тебе злить меня! Сейчас я тебя... Ты правда думаешь, что сможешь победить Бога?
Твоей наивности даже Тейлс позавидует. Я что тебе только что сказал? Да мне плевать, какую лапшу ты мне на уши вешаешь. Все, что я хочу, так это размазать тебя по стенке за все твои грехи. Бля! Теперь этот мир может спать спокойно. Так что же в итоге? В итоге мы с вами имеем отличную игру про этого синего засранца. Я правда впечатлен этой игрой, и я советую вам заценить ее. И на этом я с вами прощаюсь. Аривидерчи! Ох, Слайм. Или Кит. Я без понятия, как тебя звать. Приготовься, ведь это только начало. Никто не даст тебе снова просиживать жопу. Знаете, что самое забавное? Автор Spirits of Hell для Silent Hill Arc 2 использовал графику из моего хака Sonic 1 Bad Future Edition. Можете даже заценить его, ссылка в описании. И я даже счастлив, что моя графика используется в хорошей игре. Жаль, что мне никто спасибо даже не сказал.